Пико – это классический элемент обвязки салфеток, скатертей и других ажурных изделий. На схемах пико изображается в виде капельки с цифрой внутри, что обозначает количество воздушных петель, либо просто кружочком, либо в виде, вот здесь нарисовано, как будто это 3 воздушные петли вместе соединены. Если на схеме не указано, сколько нужно провязать воздушных петель, чтобы выполнить пико, например, будет указан просто кружочек. Мастера обычно делают классическое пико из 3 воздушных петель. На этой схеме пико изображено в виде кружочка. Здесь можно выполнить пико либо из 3 воздушных петель, либо из 2 воздушных петель. На этой схеме пико изображено следующим образом. Здесь указаны воздушные петли и соединение в виде столбика без накида. Здесь пико изображено в виде 4 воздушных петель, которые соединены между собой соединительным столбиком. Сейчас я покажу, как выполняется пико. Вот у нас, допустим, связана какая-то работа. И у нас последний ряд, который провязывается пико. Допустим, у нас в этом ряду идет 2 столбика без накида, раз и 2. Затем у нас идет пико из 3 воздушных петель. Провязываем 3 воздушные петли, раз, 2, 3. И теперь нам нужно соединиться соединительным столбиком в вершину столбика последнего провязанного. Вот у нас провязан столбик без накида, он состоит вот из шапки, из вот этой косички. И впереди вот он, 2 петли. Я соединяюсь всегда вот так, в вершину его шапки, скажем так, и вот в эту петлю. Вставляю крючок, и теперь через все вот это, что у меня есть на крючке, я протягиваю нашу рабочую петлю. Все, вот пико. Пико из 3 воздушных петель. И далее у нас по схеме, например, опять 2 столбика без накида. Затем у нас идет опять пико из 3 воздушных петель. Я выполняю раз, 2, 3. И теперь я соединяюсь в вершину столбика и в одну петлю этого столбика соединительной петлей. Вот у меня пико. И я выполняю дальше по своей схеме, например, 2 столбика без накида. Провяжу так несколько пико. То есть вот таким образом выглядит обвязка в виде пико. Пико может быть из 5 воздушных петель, из 2 воздушных петель, из 3, из 4. Все зависит от вашей схемы. Но, как правило, этот элемент есть во всех салфетках, во всех скатертях. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Instagram. Там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд. До скорого.